Самым крутым, стильным, модным и интересным районом Бали по праву считается район Ченгу. И сейчас я по полочкам разложу, почему это так. Из нашего личного опыта. Ченгу была маленькая рыбацкая деревушка, которая благодаря серферам и всей вот этой движухе островной стала мега популярным районом. И сегодня это, наверное, самый востребованный район, но может они там конкурируют с Убудом как-то. Да, можно по-разному относиться к Ченгу, можно любить его, можно его ненавидеть, но факт остается фактом, это уже легендарное место. Сегодня это самый модный, стильный и очень движовый район. Шопинг, трафик, тусовки, пробки – все тут. Чтобы вы понимали, все это снято за 3 минуты на одном перекрестке. Просто такое скопление. Однако, несмотря на это, очень многие выбирают именно это место. Самая главная и оживленная улица Батубалонг. В народе ее называют Beach Road. Она очень важна, так как вдоль нее, почти до самого пляжа, устелены такие редкие для здешних мест тротуары. Ну вот, по сути, гулять можно, но потом вы все равно так или иначе, рано или поздно, наткнетесь вот на преграду какую-то в виде машин, мопедов или билбордов всяких, баннеров. О, тут прям в центре Ченгу заблудилась какая-то советская заброшенная детская площадка. Прям прямиком из 90-х, но она не функционирует, что-то было, но уже ничего нет. И, кстати, из-за лютого движения и постоянных пробок многие ненавидят Ченгу и не хотят сюда ездить. Я не раз слышал от людей, от подписчиков, читал в комментариях, что они просто ненавидят это место, потому что там overcrowded, то есть нереально перенаселенный район. Все толпятся, чтобы потешить свое тщеславие, показать себя, других посмотреть, но опять же, все это нужно любить. Если вам это нравится, вы живете в каком-нибудь огромном мегаполисе и живете точно так же, как и на Бали, то вам это зайдет. Поэтому, кстати, некоторые шутя называют Бали филиалом Патриков, потому что именно оттуда приезжает очень много всяких персонажей и ходят рассказывают, кто сколько должен зарабатывать. Однако параллельно этому течет и другая спокойная жизнь, не понтовая, а просто субкультурная серферская движуха, которая там в своей теме тусуются, встречаются, гуляют, серфят. И эти два мира никак не пересекаются. Но даже если ты не относишься ни к одной из этих групп, ты можешь просто спокойно гулять по Ченгу, наблюдать все это. Также параллельно существуют какие-то местные, даже огромные религиозные церемонии проходят посреди этой большой туристической ярмарки тщеславия. Все уживается органично друг с другом, все довольны, все получают удовольствие, солнце, море, песок, счастье, любовь. И если ты внутри счастлив и удовлетворен, получаешь удовольствие и проецируешь все это на внешний мир, то я не вижу причин, чтобы были какие-то проблемы. Ну а если все то, что вы видите, не нравится и не по душе, можно просто сюда не ехать. На Бали еще много районов, и об этом мы уже рассказали на канале неоднократно и еще расскажем, поэтому подпишитесь. Конечно же, когда переезжаешь на Бали, на тебя валится огромное количество вопросов по переезду, оформлению виз, благоустройству уже на месте, и поэтому специально для тех, кому вся эта информация нужна, мы в нашем телеграм-канале сделали закрепленный пост, и там огромное количество полезной информации для тех, кто собирается переезжать, и для тех, кто уже живет. И если еще не оформляли визы, то обязательно чекните нашу информацию по визам, где мы даем контакты очень крутой, проверенной фирмы с рыночными, хорошими ценами на визы и лучшими, кстати, на рынке ценами на Кита с 2-летними визами. В общем, там еще будет скидка по промокоду. Чекайте описание к этому видео и телеграм-канал.
Так, ну и сейчас еще пару слов о заведениях. Если уж приехали в Чингу, то придется много есть и пить, ведь еда и напитки тут как отдельный вид искусства и развлечения. Бали в целом можно назвать островом красивой, вкусной, разнообразной еды с супер инстаграмной подачей. Но именно в Чингу находится самое большое скопление вот таких интересных, крутых, необычных ресторанов. Вообще, после всего, что мы видели за эти годы жизни на Бали, мне кажется, что, наверное, это самое топовое в мире место касательно еды, подачи, разнообразия и креатива. Так что если вы любите все это, в Чингу вы найдете любые блюда, любые подачи, на любой вкус и на любой кошелек. Могу сказать так, что после Бали больно приезжать куда-то в другие страны и ходить по кафе, потому что все кажется блеклым и вообще никакущим. А если вдруг кого-то не интересуют модные и топовые кафе, и при этом все равно почему-то хочется жить в Чингу, что странно, ведь в Чингу только ради всего этого и стоит ехать, то тут, как и в любом другом районе Бали, на каждом углу вы найдете огромное количество варунгов. Это такие местные столовки с местной едой. Там могут готовить на заказ, но чаще это такие стеллажи с готовой едой на любой вкус. И там спокойно можно поесть от 1,5 до 3 баксов. А, да, ну и как же не сказать про BGS. Это мизерная, но самая топовая кофейня. Там царит истинный чингушный вайб. Серферы, своя в доску тусовка и лучше на острове матча-латте для нас. Ну и кофе там тоже хвалят. Кофе мы уже давно не пьем, но одной из лучших кофеин по праву считается Револьвер. Помню, да, кофе там был отменный, когда еще пили. И еще как плюс у них закрытое помещение с хорошо работающими кондиционерами, а это тут большая редкость. Пляжи Чингу и Бату-Балонг. Все это побережье не очень подходит для пляжного отдыха. Это место обитания серферов. Тут нет благоустроенных набережных, как в Таиланде, чтобы отельная линия, прогулки вдоль пляжа на каблуках по ровной дорожке. Тут почти дикие пляжи с местными кафешками и редкими пляжными клубами. Первое время у нас в голове не укладывалось, как же это так, почему не благоустроено? Но вот тут такая особенность. Че, Бали бывает разный, вот такой серый, не солнечный, угрюмый, грязный. Вот водорослей, много всякого мусора на пляже. Бывают шикарные красивые закаты, по-разному все бывает, и в этом его прелесть. И казалось бы, такой лакшери, красивый, яркий Чингу может оказаться вот такая вот серая каша, мутная, с кучей водорослей каких-то грязных, с грязными пляжами, пробками. Но опять же, это кто на что делает максимальный акцент и кто что видит в первую очередь. Если человек привык видеть во всем плохое, то ему и даже самый красивый закат на Бали покажется каким-то отстойным, и самая вкусная еда будет невкусной. Если стараться не оценивать и принимать все таким, какое есть на самом деле, то вот даже такой Чингу, такой Бали все равно будет тем же Бали, прекрасным, классным, атмосферным. Не хорошим, не плохим, просто таким, какой он есть. Как я и сказал, все пляжи, которые находятся на одной береговой линии с Чингу, одинаковые. Сильные волны больше подходят для серфинга, чем для маленьких детей. Но это не отменяет красоты этих пляжей. Чингу уже застроен почти до отказа, поэтому сейчас уже очень популярны районы, которые идут за Чингу, выше по карте. Перенанан, Чимаги и так далее. Аж до знаменитого храма Танахлот. Многие уже сегодня намеренно селятся именно там, потому что там нет никакого трафика и близко ко всей цивилизации. Говорят, что земля уже тут почти вся раскуплена, и несложно спрогнозировать, что через лет 5-6 тут будет новый Чингу.
На Бали как грибы растут супер крутые виллы, отели, резорты и апартаменты. Это самый быстро растущий рынок недвижимости на сегодняшний день. Тут, кстати, огромное количество инвесторов приезжает, скупают, строят. Очень много из наших подписчиков людей сюда приехали, нам писали, мы общались, давали контакты крутых ребят, которые общаются с застройщиками, у которых есть связи, возможности, сводили людей. Вот уже много наших подписчиков построили здесь виллы, уже некоторые строят отели. Здесь очень благоприятная история для инвестиций. Кстати, мы сейчас сами в таком вялом режиме присматриваем себе что-нибудь, какие-то апарты, на что хватит. И для этого, кстати, нужно знать контакты надежных агентств, потому что их здесь тоже очень много и много всякого шлакотрона. Поэтому желательно, конечно, обращаться к надежным ребятам, которые не кинут, не подставят и проведут вашу сделочку именно так, как нужно. И если кому-то вдруг эта тема интересна, то мы уже записали подкаст на нашем канале буквально недавно с нашей подругой, которая работает в Real Estate агентстве номер 1 на Бали. Там все супер надежно, от знакомых, тоже от подписчиков, которые уже совершали сделки. Мы записали с Аней, агенткой, подкаст, посмотрите, там все подробно про недвижечку. Если нужно, то вот там можете забрать контакты. Что с каждым годом туристический поток все выше, и мы уже практически достигли до ковидных времен, собственно говоря. Про шопинг. Вот просто проезжали мимо, ехали себе вот по тем делам, и тут магазины растут как грибы. Так же, как и с едой, Чингу считается столицей шопинга на Бали. Тут каждый день открываются какие-то супер-концепт-сторы, модные магазины. Для серферов просто пляжная мода. Для модных девчонок тут просто можно завалиться одеждой, крутыми оригинальными аксессуарами, украшением, серебром, золотом, бижутерией. Вообще все, что хочешь. Для шопоголиков или просто тех, кто любит пошопиться, красивые, классные, модные, стильные шмотки, так же, как и с едой, Чингу – это место номер 1 на Бали. Вообще мы очень любим район Чингу и этот вайб. Нам очень нравится быть в этой атмосфере, потому что когда ты находишься в модной, современной, движовой атмосфере, то ты, собственно, этим наполняешься и сам начинаешь вот эту энергетику воспроизводить, ретранслировать. Нам нравится. Да, возможно, в этом много какого-то излишнего гедонизма, но чего там плохо? Жизнь настолько короткая для того, чтобы не пытаться ей наслаждаться, как только у тебя есть такая возможность. И мы, в принципе, пропагандируем вот такой подход. Нужно наслаждаться жизнью, жить с удовольствием. Мы и так всегда тонем в этих заботах, в этих проблемах, в этих рутинах, в этих детях, вот в этой семейной бытовухе. И что тогда вообще, зачем жить на Бали, если не пытаться наслаждаться всем этим? Мы, в принципе, жили там год. Жили, кстати, не в самом Чингу, жили на Бираве. Но так как-то в народе все это обобщают, называют Чингу, и про Бирао будет отдельно выпуск. Сейчас, конечно, поднакинулось людей, движухи, и, конечно же, еще более движовая тема стала. Пробки стали безумными временами. Прям стоишь на машине, вообще невозможно проехать. Но мы любим эту движуху, мы любим красивых, модных, ярких, молодых людей, мы любим все это смотреть, мы любим быть частью всего этого. Это не должен любить каждый, я просто рассказываю, что это нравится нам. И для нас пока что вот самый классный формат — ездить туда как можно чаще, просто напитываться этим вайбом, желательно без детей ездить, потому что с детьми вот мы сейчас ездили, это было утомительно. Все-таки много стоишь в пробках, когда на мопеде вдвоем без детей передвигаешься, наверное, круче. Я бы, наверное, не поехал сейчас туда жить с детьми и не могу советовать от своего лица, но, опять же, я не могу и отговаривать, вы сами смотрите, что вам надо. Мой вывод такой, что мы любим Чингу, это крутое место, вот Настя туда любит ездить на шопинг, я тоже люблю с ней съездить, я небольшой фанат шопинга, но просто Настя знает много мест очень крутых,
выискивать эти магазины. И мне нравится туда приезжать с Настей, попить в Биджесе свою любимую матчу, побыть в этом вайбе модном, крутом, среди этих крутых людей, сходить купить себе каких-то пару недорогих вещей, но очень актуальных, классных. Примерно вот такой вывод у меня по поводу жизни в Чингу. Каждый решает сам, собственно, как и во всех остальных моментах. Вот парочка самых удачных бич-клабов в Чингу на наш вкус. Кома. Обычно в пляжных клубах принцип такой. Устанавливается входной депозит, такая фиксированная сумма. Обычно это 50-70 баксов, примерно в этом диапазоне. И ваш заказ должен быть минимум на эту сумму. Обычно такие условия, если хочешь пользоваться бассейном и занять лежак или несколько лежаков для большой семьи. Барные стойки очень часто пускают и без депозитов, так что если в одно лицо или парочкой, то можно зайти прогуляться. И еще один крутой бич-клуб – это Ля Бриса. Там вообще все очень кучеряво сделано, короче, стоит заглянуть, посмотреть, побалдеть хоть разочек. Друзья, хочу вам порекомендовать наш документальный фильм о религии Бали на этом канале. Я его снимал почти 3 года, весь этот контент копил, чтобы потом в течение 10 дней с 6 утра до 2 ночи монтировать. И в итоге получился классный, действительно по-настоящему хороший фильм, стоящий внимания, как мне кажется. А может, я ошибаюсь. Ну, в общем, зайдите, проверьте, посмотрите, и, возможно, вам понравится. Кому интересно, подписывайтесь, не забудьте поставить лайк, и увидимся в новых видео. Пока-пока.